Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы AI MyLogic в необходимую вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из системы AI MyLogic в другие системы. Например, вы сможете по Webhook отправлять данные про обращение клиента в нужную вам систему, удобно хранить и обрабатывать их там. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AI MyLogic. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт AI MyLogic в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название, если в этом есть необходимость, или просто кликаем «Сохранить». Когда сохраненный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет AI MyLogic. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Теперь необходимо вставить скопированную ранее ссылку в поля вашего веб-хука и вашего тестового веб-хука. После этого необходимо сгенерировать тестовые данные через систему AI MyLogic, в данном случае путем общения с ботом. В настройках вашего бота необходимо отметить молнией, по каким блокам необходимо передавать данные по Webhook. После этого тестируем бота. После того, как вы сгенерировали тестовые данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Теперь необходимо указать действие «Отправка данных». Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать URL для отправки данных, на которую будут приходить данные при каждом новом обращении из AI MyLogic. Для того, чтобы проверить, как это работает, сгенерируем такой URL в системе Apex Drive. Для этого необходимо создать еще одну связь и в источнике данных указать систему Webhook, которая предоставит нам URL для приема данных. В системе, куда вы планируете передавать данные, необходимо будет сгенерировать ссылку, которая будет выглядеть примерным образом. После того, как у вас будет этот URL, его необходимо вставить в соответствующее поле при подключении Webhook в приеме данных. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем «Продолжить». На этом этапе необходимо выбрать тип отправки, а также составить название переменных, которые будут отправляться в вашу систему приема. После того, как вы указали название переменной, необходимо выбрать ее значение из выпадающего списка.
Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем «Добавить». После того, как все данные указаны, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный веб-хук при каждом новом обращении. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в веб-хук». После успешной отправки перейдите в систему, куда вы передаете данные, и проверьте результат. В данном случае мы перейдем в систему Apex Drive и подгрузим тестовые данные в источнике. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом настройка приема данных веб-хук успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Тестовую связь, которую мы использовали для подключения веб-хук в источнике, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!